Приветствую! Вы на канале Экодрифт. Bigodi A2 – компактное небольшое моноколесо. Оно притягивает взгляд незаурядным внешним видом, но стоит ли его покупать? Поделюсь своим мнением, а заодно парой мыслей владельца этого прекрасного моноколеса. Эх, классная погода закончилась, середина осени, дождит. И я вспоминаю, как у меня прошло лето. На A2 я покатался в августе, и вот только сейчас дошли руки поделиться о нем своим мнением. К сожалению, Bigodi снял с производства все свои старые подскоковые модели, в частности MC-M5. И долгое время оставался только MTN4, по которому возникло больше вопросов, чем было толка. Но в Bigodi, несмотря на это, решили продолжить именно эту линейку без подвески и выпустили модель A2. A2 больше, чем MTN4. Здесь двигатель, который схож по характеристикам с MC-M5, то есть это 10-дюймовый обод, как у MC-M5, и магниты 35 мм. Но только здесь стоит огромная внедорожная толстая покрышка, а диаметр получается как на Kingsong 16S, 16 дюймов, а точнее 15,8. А вот вес колеса 21 кг. Ну, для сравнения напомню, что старичок Kingsong 16S весит 17,5 кг. Раз уж речь зашла о цифрах, то пробегусь по остальным характеристикам. Аккумулятор 740 Вт-час, напряжение заряда 84 вольта, скорость раскрутки в воздухе 53 км в час. Максимальная же скорость традиционно не ограничивается подъемом педалей, но, грубо говоря, выше 35 км в час ехать уже опасно, даже на полном заряде. У колеса есть второе предупреждение на 30 км в час, его лучше оставить и по нему ориентироваться. И хотя двигатель вроде бы должен быть как у MC-M5, но заявленная его мощность всего лишь 1000 Вт. Подведу итог по цифрам. Скромная батарейка на двух параллелях, небольшая мощность двигателя. Все это атрибуты городского подскокового колеса. Но тогда зачем на нем стоит такая агрессивная широкая резина? Как замена подвески? Так все равно эта покрышка достаточно жесткая даже на небольшом давлении. При этом по езде я сразу обратил внимание на слабую тягу колеса. Чуть даешь газа и прямо ощущаешь, как клюют педали вниз. То же самое на торможение. И появляется страх. Не знаю, в чем причина такого поведения. То ли широкая большая покрышка, то ли то, что аккумулятор собран на двух параллелях, то есть его возможности потока достаточно скромны. Я помню, пару лет назад покатался на MC-M5 460 Вт-час. Она тоже 84 вольта на двух параллелях, и также было легкое ощущение недостатка тяги. Но там холостой ход был 62 км в час. Казалось бы, А2 скорость меньше, и двигатель должен быть более тяговым, но это никак не ощущается. Я попробовал заехать в горку, куда спокойно до этого заезжал на S18. Да, Kingsong мог пискнуть тройным писком, сообщая о высокой нагрузке, но педали при этом держались довольно ровно, и заезжал я туда легко. А2 же ехал сильно клюя педалями, из-за чего въехать в горку было и сложно, и страшно. Попробовал подавить в пандус с уклоном около 20 градусов, а может даже и меньше. И здесь очень четко ощущается это самое продавливание педалей, когда они уходят вниз. Причем колесо никак не сигнализирует об этом, а просто молча продавливается. Колесо это не мое, уронить его боялся, поэтому сильно давить не стал. И вообще, действовал максимально аккуратно. И при этом колесо все равно постоянно пыталось уронить вперед педали. То же самое при спрыгивании с бордюров. При приземлении ощущаешь, как педали ходят вперед, назад, словно колесо катастрофически не хватает мощности. И это все при весе 21 килограмм. Ни о какой высокой тяге здесь и речи быть не может. Про бездорожье лучше забыть и не вспоминать. Кроме тяги, в полный рост встает еще и проблема скромного аккумулятора. 740 Вт-час, казалось бы. Обычно такой аккумулятор производитель будет заявлять пробег 70 км, а здесь даже Bigodi написал 50. А в реальности все еще хуже. Пользователи отмечают, что пробег этого колеса очень скромный. Да, можно проехать 30 км, но когда заряд аккумулятора приближается к концу, вы представляете, насколько опасно на нем ехать даже 30 км в час. Еще один вопрос – это гидроизоляция. Когда мы разбирали А2, я указывал на разные проблемы и огрехи. И у части зрителей сложилось впечатление, что я незаслуженно обругал качество колеса. И здесь я хочу извиниться за то, что дал повод к такой интерпретации. Причиной недопонимания стали видеоролики, в которых на этом колесе ездят по дну не только реки, а даже море. Если же речь именно про сборку в сравнении с другими колесами без погружения на дно морское, то, безусловно, А2 – это качественный сдвиг в лучшую сторону. Особенно неожиданно это было увидеть от Bigodi. Вспомним InMotion V13, который весь залит компаундом, и в итоге оказалось, что он умирает просто от езды по лужам. У А2 же, в сравнении с другими колесами, наоборот, все отлично. Да, может быть, качество сборки материалов не такое замечательное, даже конструктивно делать одно большое корыто, куда наглухо вклеен аккумулятор, на мой вкус, это тоже плохо, но собрано все очень достойно и действительно эффективно.
На таком колесе абсолютно не страшно ни в какой дождь и по лужам. Но, с другой стороны, я все же отмечу, что это колесо не предназначено для использования в качестве батискафа. Оно очень хорошо выполнено именно в плане гидроизоляции на повседнев. Возможно, даже выдержать, если его случайно уронить в неглубокую речку, но лучше этого не допускать. Любой двигатель при езде нагревается, охлаждается, давление внутри двигателя меняется, и стопроцентной герметичности у такой конструкции быть не может. Сапуна у А2 нет, воздух неизбежно найдет свой путь через подшипник, чтобы компенсировать давление. Ну, то есть, покатав, скажем, километров 500, погружение нагретого движения двигателя в холодную воду по ось с практически стопроцентной вероятностью закончится протечкой. Не стоит себя тешить иллюзиями. Не так давно я видел протекший EX30, у которого сальники выполнены аналогично, как на А2. При этом EX30 ни в какие лужи не нырял. Он протек просто от езды в дождик и по мелким лужам. Короче, влагозащита А2 для езды действительно на очень хорошем уровне. Всем бы так. Хочу немного рассказать про внешний вид. Первый плюс – это классные педали, которые стоят на старших моделях, а не такие, как на M10. Плюсы их очевидны. Это и заводские сменные шипы, и в целом качество педалей. Хотя для модельки, которая едет 30 км в час, они выглядят немного избыточно. Боковая верхняя панель мягкие на ощупь, и при езде это помогает. Колесо очень узкое в ногах, и я от таких узких даже немного отвык, но все равно я отнесу это к плюсу. Стоять мне было удобно, упорчики в целом здесь не очень нужны, но с другой стороны пусть будут. Они добавляют контроля колеса при тех же прыжках. Передние фары, конечно, вызывают вопросы, на любителя, скажем так. Нормальной светотеневой границы нет, ночью не ездил, насколько хорошо светит, не знаю, но почему-то уверен, что все плохо. С другой стороны, регулируется угол света, что может помочь не слепить прохожих. Сзади большая панель габаритного огня или стоп-сигнала. Многим нравится, хотя вблизи качество материала скорее вызывает вопрос. Ручка для переноски жесткая, выпирает сверху. Кнопка с снарядом, она не зажимается, а нажимается, переводя колесо в спящий режим. Встроенной телескопической ручки нет. Ее можно приколхозить, вроде бы есть даже штатная, но я ее не видел. Женя, владелец колеса, прикрутил старую ручку от V8. И хотя возить за нее колесо неудобно, это все равно в 100 раз лучше, чем без ручки. Есть дисплей, есть порты зарядки, они углублены, так что там обязательно будет скапливаться влага. Здесь в целом все понятно. Есть еще подножка, хотя я ни разу не пользовался. По конструктивным особенностям. Первое – это стальной обод. Двоякое чувство. С одной стороны, ощущение дешевой автомобильной штамповки, а с другой проблема сломанных ободов довольно болезненная. А сталь легко выправить, не будет ломаться. Второй момент, что здесь стоит сразу бескамерная покрышка. И это здорово, особенно если возникает желание ездить на низком давлении. Можно не переживать за то, что быстро протрется камера или лопнет обод от удара. Сама покрышка, хотя и внедорожная, но как она себя ведет на асфальте, мне очень понравилась. Она с немного избыточной поворачиваемостью, проявляется эффект зла, ну как на Ninebot Z10. И на мой вкус это классно, легко маневрировать. В поворотах не будешь цеплять педалями, ну и на скорости 35 км в час она ведет себя тоже достойно. Правда, минусом будет прожорливость батарейки. Следующий момент касается контроллера, и это неприятный момент. Дело в том, что обычно на контроллерах вся периферийная слаботочка, а это те же фары, разведена отдельным контуром с отдельным питанием. И если что-то случается с фарой, ну, например, замыкание, то это влияет только на данный участок цепи. Здесь же контроллер зачем-то упрощен. Понижающий преобразователь питания стоит один, и питает он единый контур, как для периферийной слаботочки, так и для управляющей. А это тот же процессор, то есть мозги платы. Короче, если вдруг что-то случается с фарой, то напряжение пропадает и на процессоре. О последствиях вы догадываетесь. Да, здесь из периферии только фара, но и этого, по-моему, вполне достаточно, чтобы кратно увеличить риски. Причем удешевление-то копеечное. И MTN4 раньше был нормально разведен с независимыми контурами питания. Это колесо я с трудом выпросил у Жени. Он почему-то очень не хотел мне его давать. Продавишь, уронишь, испортишь. В этих словах чувствовалась какая-то неуверенность. Но при этом Женя сказал, что очень доволен своим выбором и получает от А2 массу удовольствия. Я с ним прокатился, и пара его мыслей даже записалась на камеру. Слушаем. Это колесо просто радость пенсионера. Оно очень юркое, оно отзывчивое, едет оно офигенно, но не больше 30. То есть, если у тебя было или есть еще одно колесо, которое более мощное и быстрое, ты все равно будешь чувствовать то, что у колеса есть пределы. В какие-то моменты тебя это будет бесить, понимаешь? Но в целом, если тебе не с чем сравнивать, или тебя это устраивает, да, скорость колеса, то, в принципе, тебе этого будет достаточно. Потому что
оно может ехать очень медленно. Если какая-нибудь бабушка идет, и ты не можешь ее обогнать. Оно может быть очень маневренное. И даже теряя в скорости, ты можешь за счет маневренности и поддерживая скорость, едя на писках, да, на пределе, ты все равно будешь в каких-то моментах делать того же самокатчика прокатного. Я вот поддерживаю скорость все время 30, да, и я очень маневренный. Я могу зебру объехать, где-то там проскочить, оттормозиться вовремя, если увидел машину. А люди, которые втопили, они несутся, потом резко оттормаживаются. А ты все время поддерживаешь одну скорость, одну темп, и ты очень маневренный. Женя раскрывает интересную мысль, что если сравнивать не с чем, то будешь получать удовольствие. Вот и я в чате прочитал мнение одного владельца, у которого это колесо вообще первое и единственное. И там был один сплошной восторг. И я понимаю такое настроение, потому что у меня как раз опыт других колес есть. И самая главная моя проблема, что я почему-то ожидал от А2 какой-то выдающейся тяги. Не знаю, но я почему-то решил, что оно будет мощнее, чем С18. Поэтому да, то, как колесо едет, меня действительно разочаровало. Это эффект завышенных ожиданий. Хотя есть и объективные факторы. Вес 21 килограмм, оно действительно тяжелое для компактного подскокового колеса. Нет стройной телескопической ручки. То есть колесо не слишком удобно в использовании, даже если эту ручку прикрутить. При езде по мокрому оно гарантированно льет грязь на ноги. Да и по сухому все ноги будут в пыли, так как покрышка максимально открыта. Короче, практичность такая себе. Пробег очень скромный. В итоге получаю, что КС-16С будет лучше и удобнее практически во всем. Кроме вопросов покрышки и, возможно, гидроизоляции. Если же на 16С сделать предпродажку, даже не обязательно делать полную гидроизоляцию, сделать апгрейд до 2,5 дюймовой покрышки, то, на мой вкус, смысл в А2 не остается вообще. Короче, скажу прямо, что Bigodi A2 мне не зашло. И я не понимаю, кому и зачем оно нужно. Но подчеркиваю, это мое мнение. А свое вы можете написать под видео в комментариях. Очень интересно, может быть, я что-то упустил. Пишите также свои мысли и замечания в целом о канале, об обзорах, о коротких видео. А может быть, вы хотите приехать и оставить свое мнение на камеру? Тоже пишите. Это все не только интересно, но и может стать дополнительным стимулом, чтобы делать контент более полезным и интересным. Удачи на дорогах!